Здравствуйте! Наш видеожурнал открывает раздел, посвященный всестороннему изучению русского языка. Представляем вашему вниманию рубрику «Русский язык как мировой язык», в которой русский язык будет рассмотрен как представитель многообразного мира славянских языков. Русский язык является одним из распространенных языков в мире. Если взглянуть на карту, то можно увидеть значительную территорию, на которой распространен русский язык. Причем на русском языке говорят не только в России, но еще в 19 странах мира. По количеству носителей языка, которые определяют русский язык как родной, насчитывается 154 миллиона человек. Если определить место среди всех других языков мира, то русский язык занимает 6-ю позицию по количеству тех, кто владеет русским языком, то есть 6-е место, и занимает 8-е место по количеству тех, кто воспринимает русский язык как родной язык. Русский язык является членом Клуба мировых языков, то есть русский язык – это язык мировой. Мировой язык – это язык общения между народами разных государств. Как правило, для того, чтобы получить статус мирового языка, требуются некоторые предпосылки. Например, экстралингвистические предпосылки, экономические, политические, культурные, религиозные предпосылки могут явиться важным основанием для признания данного языка мировым. Но есть еще и собственно-лингвистические, собственные языковые предпосылки. Например, развитая система стилей в языке, богатство синонимии, богатая отраслевая терминология и многие другие качества, которые, собственно, могут дать языку статус мирового. Но важно еще одно обстоятельство для того, чтобы язык стал мировым. Мировым язык становится в рамках той или иной международной организации. Одной из крупнейших международных организаций является Организация Объединенных Наций. И вот в рамках этой организации существует всего 6 мировых языков. Эти 6 мировых языков признаны официальными языками данной организации и имеют юридическое закрепление в документах этой организации. В когорту мировых языков входят следующие языки: английский, французский, русский, испанский, китайский, арабский языки. Я их перечисляла сейчас не по степени их значимости, потому что в статусе мирового языка они имеют одну и ту же значимость. Почему именно эти 6 языков являются мировыми языками? Дело в том, что эти языки покрывают, по сути дела, все территории, на которых происходит общение между разными народами. Например, английский язык – это Америка, это Канада, это Австралия и это, конечно же, Англия. Французский язык – это не только Франция, но и Африка, бывшие колонии Франции, которые тоже владеют французским языком, и этот язык может служить средством общения между народами. Испанский язык покрывает территорию Латинской Америки, ну и, конечно, саму Испанию. А русский язык является представителем славянского мира. Если взглянуть на карту Европы, славянские языки в очень значительном количестве представлены в Европе. И вот представителем этого сообщества славянского на международном уровне является русский язык. Китайский язык покрывает азиатский регион, а арабский язык покрывает, языки мусульманского мира. Престижность русского языка в мире растет. В 1967 году по инициативе русистов Франции, Германии, Австрии, Чехии была создана особая организация, называется она Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, целью которой является продвижение русского языка на международной арене, преподавание русского языка и литературы, познание традиций, культуры русского народа. Это представители этой организации встречаются на международных конференциях, симпозиумах и издают журнал «Русский язык за рубежом», в котором публикуются интересные материалы для всех преподавателей русского языка как иностранного. В Институте русского языка
имени Пушкина обучаются студенты, магистранты, аспиранты со всего мира, обучаются преподаванию русского языка как иностранного. Этим мы повышаем престиж русского языка на международной арене. Русский язык входит в индоевропейскую языковую семью. Эта семья насчитывает около 100 языков, на которых говорят более 150 разных народов. В индоевропейской семье выделяется 10 языковых групп. Славянская группа языков занимает 4-е место после индийской, германской, романской языковых групп по количеству языков, которые входят в данные группы. Среди этих 10 языков мы можем видеть индийскую, германскую, романскую, славянскую, балтийскую, иранскую, кельтскую, албанскую, греческую и армянские группы. Но группа греческого, армянского и албанского языков представлена только одним языком. Во все остальные группы входит большее количество языков. Если сопоставлять славянские языки, то в них можно найти много общего. Поэтому мы их относим к одной языковой группе, а внутри языковой группы выделяем 3 подгруппы: западнославянские языки, восточнославянские языки и южнославянские языки. Русский язык относится к восточнославянской подгруппе. Сейчас я вам покажу несколько языков. Русский язык, который является восточнославянским, сербский язык, который является южнославянским, и польский язык, который является западнославянским языком. Здесь, на этом кадре, представлены группа слов, которые характеризуют, в которых представлены термины родства, части человеческого тела, ну и явления природы. И если вы посмотрите на эти слова, то вы увидите, что они одинаковые. Единственное различие между ними составляет то, что в польском языке эти слова пишутся латиницей, в отличие от русского и сербского, которые используют для написания кириллическую графику. Далее мы возьмем слова, в которых представлена грамматика, например, «несешь» и «просишь», и увидим, что и в русском, и в сербском, и в польском языках эти грамматические формы идентичны, полностью совпадают. А дальше я предлагаю рассмотреть более широкий круг славянских языков: русский, сербский, болгарский, который тоже является южнославянским, польский, западнославянский и самый древний язык славян, первый литературный язык славян – старославянский язык. Итак, здесь представлены слова «сон», «мох» и «локоть», но в этих словах, во всех этих языках, они обозначают то же самое, но имеют разные звуковые соответствия. В русском языке это «о», а в сербском это «а». В польском, например, это «э». Но все эти звуковые соответствия восходят к древнему типу, к древнему облику этого гласного звука, старославянскому звуку «о», краткому, который изображается на письме в виде буквы «ер». Лексический материал, который дают славянские языки, может рассказать о характере быта славянских народов. Например, по названию славянских месяцев мы можем установить, что наши предки занимались подсечным земледелием. Например, название январского месяца – это сечень, название февраля – это сушец, сухой, название марта – это березол. Вот эти названия свидетельствуют о том, что славяне занимались подсечным земледелием. Например, в январе деревья подсекали, в феврале их высушивали, а в марте сжигали. Известно, что, например, в украинском языке сохранился до сих пор название месяца марта – березил, в белорусском языке – березень, а в польском языке – пчезень. Интересна этимология слова «каравай». Изначально оно писалось «корувай» и имело отношение к выпечке хлеба в виде коровьей головы. И в обрядах славянских народов оно было связано, например, со свадебным обрядом.
Причем выпеченный хлеб в виде коровьей головы представлял, олицетворял жениха, а в целом весь этот обряд предполагал, какой-то символ плодородия. Причем у славян очень часто выпекали хлеб в виде каких-то животных. Например, гуска, бычек у поляков, или, например, пряники выпекали в виде, опять-таки, коровьей головы или оленей головы. Например, в польском языке есть такая пословица «хлеб ма роги», то есть у хлеба есть рога, а в русском языке ему соответствует аналогичная по смыслу пословица «я и рогат, я и богат». Итак, коровай изначально и писался коровай, потому что происходил от коровы, а с появлением аконя коровай превратился в каравай. Сходство проявляется и в передаче имени Карла Великого, деятельность которого относится к VIII веку, в разных группах славянских языков. Дело в том, что в славянских языках действовал закон открытого слога, и все слоги должны были быть открытыми. Имя Карла содержало закрытый слог. Сочетание «ар» и «р», сонорный звук, закрывал слог. Нужно было его открыть. В западнославянских языках открытие происходило следующим образом. Согласные и гласные менялись своими местами. Например, в польском получился круль. В южнославянских языках происходила метатеза. Согласные и гласные менялись своими местами, но гласный еще и удлинялся. Поэтому в старославянском языке появился краль, а в болгарском – крал. В русском языке открытие слога происходило несколько иным путем. После плавного «р» развивался гласный, идентичный гласному перед плавным. Поэтому появился король. И обратите внимание, королями называли только западных монархов. На Руси монархи назывались царями. Данный факт говорит о том, что славяне к VIII веку разделились на 3 подгруппы славянских языков – западные, восточные и южные славяне. И фонетическая интерпретация имени Карла свидетельствует о том, что и фонетические процессы начинают действовать в этих языках по-разному.